Пока нету никого, да. Сегодня, ребята, фронтальная стойка и боевые классические, правосторонняя, левосторонняя для левши, для правши. Вот буду показывать, как с фронтальной стойки начинать уже наносить удары. Да, сегодня эфир будет посвящен снова начинающим, да, кто хочет обучиться, хочет узнать, как основы бокса, как начать, да, как работать стойки в обычной, во фронтальной, какие есть еще стойки, ну, то есть классические левосторонние, правосторонние. Вот сегодня буду рассказывать. Сейчас жду, может, кто-то появится, да, чтобы не зря проводить вот эфир. Но все равно он не зря будет, да, как бы я тренируюсь. В любом случае записываю, потом выкладываю, да, для людей, кто хочет начать заниматься боксом, да, самостоятельно, нет возможности в зал ходить, может быть, или зала рядом нету. Вот, кто столкнулся с такой проблемой, вот этот мой блог, да, посвящен этим людям. Вот. Вообще он посвящен спорту, да, боксу, бодибилдингу, легкой атлетике, комплексным упражнениям, да, объединенным с разных видов спорта. Но посвящен, сделанный для тех людей, кто хочет улучшить свои физические данные, да, скинуть, набрать, получить основы бокса, бодибилдинга. То есть у меня опыт больше 20 лет, да, занимаюсь боксом, бодибилдингом, любительские соревнования, чемпионаты, вот, легкой атлетикой, кроссфит, очень большой опыт, да, в спорте, многогранный, собственные программы разработанные, да, проверенные на себе уже на практике, вот, тренерский опыт есть, опыт соревнований, чемпионатов, вот, и сейчас веду блог, да, для людей, которые хотят, которые самостоятельно, вот, так как сам сейчас занимаюсь, и веду блог, посвященный, спасибо за лайки, посвященный спорту, в котором каждый для себя может найти что-то интересное. Привет. Сегодня буду показывать фронтальные классические стойки для новичков, вот, кто хочет обучиться основам бокса. Буду рассказывать, как наносить, как уже правильно работать с фронтальной стойки, делать удары прямые. Пока начнем с прямых. Вот, и как с фронтальной стойки, если правша, да, перейти в классическую левостороннюю стойку. Спасибо за лайки, ребята. Всем привет. Спасибо большое, да. И как с фронтальной стойки, да, перейти в правостороннюю. То есть кто левша, соответственно, да, в правостороннюю, кто правша в левостороннюю. Ну, этот эфир посвящен, да, начинающим, ребята. Ну, кто хочет, да, оставайтесь, может быть, участвуйте. Меня Влад зовут. А в чем трэш, друг? А в чем, где ты трэш увидел? Спорт – это трэш для тебя? Или что? Вот. Так что, ребята, кто хочет обучиться, да, основам бокса, кто сегодня пришел специально, может быть, вот, чтобы послушать. Фронтальная стойка, классическая, правосторонняя, левосторонняя, и будет правый прямой, да, отработка с фронтальной стойки. Я покажу, как... Я не знаю, ты за какую-то группу людей конкретно просто отвечаешь, я не пойму, кто именно не захочет, я не понимаю. Но если, объясни, подскажи, я для этого специально эфир веду, если какие-то есть проблемы, может, с слышимостью или с видимостью, можно написать. Вот, будь любезен, если тебе не тяжело, пожалуйста, напиши, я буду только рад, если кто-то подскажет, да, потому что я прошу людей, вот, никто никогда ничего не пишет. Если есть проблемы какие-то со звуком или с видимостью, можно написать, ребят. Если проблема в этом. Ладно, давай, хорошо, я без тебя разберусь, что мне снимать, все. Давай, проходи там, куда ты шел, куда тебе нужно.
немножко лагает, извини. Я не знаю, у меня вроде интернет нормальный. Вот. Без обид, честно, не огорчайся. Просто каждый день кто-то пишет, там что-то не устраивает, я не знаю. Ну, да, нормально все, ребят. Сегодня пытаюсь вот фронтальную стойку, да, и классические, да, показать людям, обещал вчера. Ребят, без обид, там, не воспринимайте, просто целый день вчера и сегодня пишет, никто не может толком объяснить. Звук не слышно меня или не видно, я не могу просто, я не вижу себя, мне нет куда посмотреть, да, со второго... Мне неоткуда просто посмотреть со второго, да, компьютера или телефона, видно меня, слышно, я не знаю. Вот. Давайте, кому интересно, ну, уже все, спасибо. Кому интересно, ребята, оставайтесь, задавайте вопросы, я буду отвечать, потому что если плохо слышно, то я не знаю. Василий, тренировки онлайн сегодня для новичков. Добрый вечер. У кого день, у кого вечер. Вот. Тренировки для новичков, основы бокса. Сегодня буду проводить фронтальная стойка, как перейти в классическую правостороннюю, левостороннюю, для левши, для правши. Вот. И как прямой удар наносить с фронтальной стойки. То есть не наносить, да, покажу, как вообще его делать правильно. Вот. Эфир здоровья, да, но сегодня основы бокса. Вот. Я кандидат в мастера спорта, да, и больше 20 лет стажа у меня в боксе, в единоборствах, да, в смешанных, вольная борьба, бодибилдинг. Вот веду 3 месяца вот канал свой, да, людям что-то полезное пытаюсь, да, передать, обучить. То, что знаю сам, да, то, что уже проверил на себе, и вот передать знания. Спасибо большое. Да, приятно. Вот, ребятки, так что сегодня покажу сейчас фронтальную. Я недавно показывал, были основы бокса, да, для начинающих. Был перенос веса. Перенос веса – это азы бокса, да, то есть с переноса веса начинается вся работа. Работа на ногах, с ног уже идет вес, и с ног уже ты, когда начинаешь правильно работать, у тебя уже включается тогда рука, и процесс идет, начинается с ноги и заканчивается на выбросе руки. То есть вот отсюда вес идет и заканчивается, вот уже ручка, ты докручиваешь. Да, вот это смысл полной работы, полной амплитуды, да, в боксе, полная работа нанесения удара. Вот сегодня расскажу про фронтальную стойку. Что такое фронтальная стойка? Это ноги на ширине плеч. Становим ноги на ширине плеч, чуть шире, да, кому как удобнее. Коленки должны смотреть чуть-чуть в середину, и пальчики ног, да, большие, чуть-чуть должны смотреть внутрь, как бы, да, пересекаясь. Вот если посмотреть, они пересекаются чуть-чуть, да, между друг другом. Вот, ноги у вас как пружинки, да, должны быть свободны. То есть вы должны вес переносить с одной ножки на другую. Вот, вот это фронтальная стойка. То есть при ударе вес отсюда выкидывается вперед, вкладывается в руку, и в руке заканчивается уже перенос веса. Вот. То есть туда наносится весом, не рукой, не плечом, не кулаком, а он наносится весом. То есть вес берется отсюда, с ноги, переносится по корпусу при развороте в руку, и на руке он заканчивается. Вот. Значит, сегодня рассказываю. Фронтальная стойка – это основа основ, да, чтобы научиться переносу веса. Вот. С фронтальной стойки, чтобы перейти правшея, да, в классическую боевую стойку, нужно сделать следующее упражнение. То есть следующее. Правую ногу ты подвигаешь вперед, вот, чтобы пятка правой ноги, да, была на уровне с пальцем большим левой ноги, и разворачиваешься в левую сторону. То есть если ты правша, ты разворачиваешься в левую сторону. Вот, это с фронтальной стойки, чтобы человек для себя, который не знает, как, да, как начать, вот я рассказываю грубо говоря, да, сказать пошагово, как перейти, да, с фронтальной стойки в классическую боевую.
Вот, человек делает разворот, ставит ножку правую вперед, она у него, получается, идет пятка по большому пальцу левой ноги и разворачивается в эту сторону. Вот это классическая боевая стойка правши. В этой стойке уже человек, да, проходит спарринги, бои. То есть это стойка, которая в основном распространена, это классическая вот левосторонняя стойка для правши. Для левши делается то же самое. С фронтальной стойки левая ножка выставляется вперед, да, пяточка, получается, у вас идет на уровне большого пальца правой ноги, и вы разворачиваетесь в эту сторону. Вот это правосторонняя стойка для левши. Вот. На ножках вы должны работать свободно, у вас такое должно быть, чтобы при развороте корпуса, да, вы не теряли равновесие, чтобы вы не заваливались. Вот, получается, вы стоите, вот, и вес вы свободно можете перенести с левой ноги на правую, с правой на левую. То же самое и в классической, да, правосторонней стойке, левосторонней, то есть для правши. Кстати, это правильно, потому что у нас есть там, да, в Украине Вася Ломаченко, вот его папа в детстве отдавал на бальные танцы. И футбол, баскетбол, танцы – это для боксера это очень хорошо. А я так постоянно, я когда тренируюсь, у меня уже это с годами, да, выработано, я постоянно двигаюсь на ногах, я не могу встать вот так вот и стоять. У меня постоянно я двигаюсь. То есть у меня вся тренировка, я постоянно двигаюсь на ногах. У меня нету такого, что я встал, да, и все, и стою вот так, руки и рассказываю. Я постоянно двигаюсь, это привычка уже, ребята, я вам советую, движение – это жизнь. Так что танцы, как раз танцы это и есть. Да, вот, для боксера это нормально. Вот, так что, вот, ребятки, сегодня, да, танцы, Макс, правильно, молодец ты. Правильно понял, это танцы, да. Вот. Бокс это сам спорт такой танцевальный, да, выходишь на ринг и порхаешь, как бабочка, и жалишь, как оса, это ж Мухаммед Али сказал. Вот. Все правильно. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. Много информации в профиле, да, может быть, с эфиром как-то, да, не могу так передать, как хотелось бы, но есть видео в профиле, там, где подробно я рассказываю. Так что, пожалуйста, лучше повторяем еще раз, да, с фронтальной стойки. Фронтальная стойка, ножки чуть шире плеч, локти на ребра, да, кулачки вот здесь возле подбородочка. Вы вот так вот пружините, да, с ножки на ножку. У вас вес должен свободно вот переходить с одной ноги на другую, да. Носочки смотрят чуть-чуть вперед, коленочки тоже чуть-чуть в центр. И вот это фронтальная стойка. Как перейти с фронтальной стойки правши в левостороннюю? Передняя правая ножка, вернее правая ножка, выставляется вперед. Это основы для начинающих, потому что я понимаю, что если кто-то знает, ну, вы подсказываете, там, да, там танцует, не танцует, это уже такое дело. Выставляется правая нога вперед, пятка идет параллельно ряд, то есть, ну, левой ноги большой палец, да, он идет параллельно, то есть пятка правой ноги идет на одном уровне с пальцем левой и разворачиваетесь в эту сторону. Вот это классическая стойка для правши левосторонняя. Вот. И здесь вы тоже должны свободно работать на левой ножке, на правой. Вот, вес отсюда переносить сюда, отсюда вот, то есть отсюда уже идет работа, да, ручки вставляются. То же самое для левши, как перейти в правостороннюю стойку. Вот, выставляется левая ножка вперед и разворачиваемся, да, в эту сторону. Вот это стойка для левши. Да я знаю, я музыку когда включаю, оно потом фонит. Я делал так, да, там музычка есть у меня в этом самом. Я включаю телевизор, ну фон тогда, да, и фонит, и лучше, наверное, не будет, я думаю, если включить. Вот, с фронтальной стойки сейчас покажу, как элементарно, да, начать работать. Вот, стоите во фронтальной стойке, расслабились, ножки-пружинки, да. Вот, вес идет отсюда, разворачиваете корпус, и потом выходит ручка. Вот, точно по такой же траектории вы возвращаете ее назад. Вот, медленно. Для людей, кто начинает, делаем все медленно. Вес с ножки идет сюда. Возвращаетесь. С ножки идет сюда. Возвращаетесь. С ножки
сюда, возвращаете. То же самое левая рука с ножки, сюда возвращаете, сюда возвращаете, сюда возвращаете. Удар всегда делается двумя вот этими костями, да. Вот этими двумя косточками делается, ребята, удар. То есть сразу для себя, когда отрабатываете уже во фронтальной стойке прямой, разворачиваете и чуть-чуть локоток, он чуть-чуть выше горизонта идет. Вот. Вот. И вот эти две косточки, они должны быть крайние. Вот как это выглядит. Вот это прямой удар. Но вы его делаете медленно, кто начинает только учиться, да, кто начинает отрабатывать. Вот сегодня эфир для этих людей, да, вот, я рассказываю, как, с чего начать, основы бокса, да, вот, фронтальная стойка классическая, правосторонняя, левосторонняя, левой рукой делайте то же самое, вот, то же самое, нога, корпус, ручка, нога, корпус, ручка, нога, корпус, ручка, нога, корпус, ручка, вот. Все делайте медленно, ребята, начинайте спокойно, медленно делать, надо почувствовать вес, как вес у вас отсюда выходит, да, передаете вы инерцию с ноги, корпус, потом выходит ручка. Вот это надо почувствовать, вот это вот. Вот, то же самое слева, вот. Сбоку это выглядит вот так вот. Вот. Это классический прямой удар, да, с фронтальной стойки. Вот. С переносом веса. То есть уже вы делаете разворот корпуса, потом вставляете ручку, разворот корпуса, потом вставляется ручка. Вот. Когда поотрабатывали, да, по одному поработали правой рукой, правой ногой, правой рукой, да, поработали левой ногой, левой рукой. Вот. После этого можно поделать вот так вот. То есть сразу левая идет, сразу идет правая. Все делайте медленно, чтобы почувствовать, у вас вес выходит вот с ножки в корпус, из корпуса, а потом уже вылетает рука. Вот, и вылетает рука. Вот, все начинайте делать медленно. Все упражнения, чтобы запомнить изначально, заучить, да, как правильно делать. Нет, аккуратно. Сильно не заворачивай. Вот. Ты как бы не ногу старайся завернуть, а коленочку вставить вперед. Вот ты должен коленку просто вставить сюда. Вот. Ногу не надо закручивать. Вот, коленка вставляется. Вот коленки смотрят вперед, и когда ты бьешь, у тебя коленка просто вперед вставляется. Вот. Видишь? Вот. Вот так не надо делать. Этого не нужно делать. Вот, коленочка просто вставляется вперед. Я не говорил закручивать ногу. Я говорил, чтобы коленочки, да, смотрели друг на дружку, и пальцы большой ноги, большой ноги, есть маленькая нога, есть большая. Обеих ног, на обоих ногах пальцы, да, они чуть-чуть должны смотреть внутрь. Вот, чуть-чуть. И коленочки тоже. Вот, фронтальная стойка. Вот. И работать надо на 3 пальчиках, да, большой и 2 следующих. Вот. И когда ты делаешь удар, у тебя коленочка просто вставляется. Вот. Не надо вот так делать. Вот так делать не надо. Вот коленка вставилась и все. Коленочка сюда завернулась. Вот. Медленно это вот так делается. Я чуть-чуть просто показываю, что вообще докручивать некоторые тренера так тренируют. Да, я видел и присутствовал на тренировках. Да, я сам тренируюсь, мне не надо. Я с 13 лет занимаюсь Орлан. У меня есть, я сам тренирую людей, тренировал. Вот. Если ездил выступать, хорошо, я тоже ездил, да, и на Украину. Сейчас в Европе собираюсь ехать. Вот. То есть сейчас чуть-чуть основы даю, да, ребятам. Кто не знает, с чего начать, обучаю, да, вот в Ютубе. Вот, то есть коленочку ты вставляешь вот сюда в середину. Вот. 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 Медленно. А ножку докручивать, объясняю, почему докручивать ножку учат тренера, и вот человеку объясняют, Депсик, да, 92, тебе конкретно объясняю, почему доворачивать советуют ножку, да,
чтобы научиться, чтобы почувствовать. Спасибо, Арлан, спасибо большое. Спасибо. Я тоже тебе желаю всего хорошего. Смотри, вот так вот делать учат тренера для того, чтобы ты понял смысл проворота корпуса, понимаешь? Но вкручивать ее не надо, потому что если ты научишь ее вкручивать, то ты будешь заваливаться, ты будешь бить и заваливаться, понимаешь, падать. Взаимно, брат, спасибо. Приходи на тренировки, может, что-то со стороны подскажешь, да, посоветуешь, тоже порекомендуешь. Вот. То есть, чтобы понять принцип, ногу можно разворачивать, но смысл идет смысл идет, что ты вес просто сюда вкинул вперед, и все. Вот вес вкинул. Вот это делать для себя. Вот ты стал и для себя можешь провернуть, чтобы понять, как работает, да, разворот туловища, чтобы полную амплитуду сделать. Это можно делать, да. Но отработка самого удара уже этого делать не рекомендуется. То есть ты можешь это делать в переносе веса, там, где, да, идет отработка переноса веса обычно, там, где ты стоишь, с разворотом корпуса. Вот здесь можешь ее разворачивать, чтобы полная амплитуда у тебя была, да, чтобы ты понял. Это можно делать. Но при ударе просто коленочка вставляется, и все. Нога не выкручивается. Этого нежелательно. И когда удар отрабатываешь, не закручивай ногу. Я думаю, понятно это. Ребятки, сегодня прямой показал, да, я думал, там может быть в пятницу тогда боковые, корпус, да, апперкоты, чтобы не было слишком много информации, кто там начинает только, да. Сегодня фронтальная стойка, еще раз показываю. Фронтальная стойка. Она основная, да, мы с нее начинаем делать все упражнения, да, с фронтальной стойки. Переносим вес на эту ножку, на эту, пальчики чуть-чуть смотрят вперед, и колено в центр, и коленочки чуть-чуть смотрят в центр, ручки на ребрах, да, кулачки возле челюсти, и по чуть-чуть, это наше упражнение для тех, кто, да, начинает основы. Я ходил на вольную борьбу, 17-18 лет, 2 года я проходил. Арлан 2 года ходил. Для общего развития нормально. У меня с вольной борьбы, да, остались сейчас в комплексах, да, упражнения резина я делаю, там на те же апперкоты. Как я совместил, да, шею мостиком. С борьбы остались тоже, приемы, да, я их не отрабатываю. Но остались знания, да, в борьбе. То есть упражнения какие-то определенные. Борьба, она как общеукрепляющая, общеразвивающая, отличный спорт. Так что, если есть желание, конечно, надо ходить, развиваться. И еще раз, да, покажу. Это тому 3 пальчика, 3 пальца. Я на 3 пальцах сейчас переношу вес на 3 пальцах. И это вы должны этому научиться. И отсюда уже выходит, все. Отсюда выходят уже, ребята, все остальное дальше. Уже продолжаются все удары. И еще раз рассказываю, кто только что присоединился, да, это эфир, посвященный начинающим, да, ребятам, кто хочет азы бокса, основы получить. Как с фронтальной стойки перейти в левостороннюю, да, для правши, и в правостороннюю для левши. Вы стоите во фронтальной стойке, ноги на ширине плеч. Да, чтобы перейти правше в левостороннюю стойку, вы делаете шаг вперед, у вас пятка правой ноги должна быть на уровне с пальцем левой ноги, и разворачиваете носочки туда. Это стойка, вы уже в боевой стойке находитесь. Ручка тоже прижата, это прижато к челюсти, здесь плечо. Это уже. Также точно левша. Стоите во фронтальной, да, выставляете левую ножку вперед, пяточка на уровне с большим пальцем правой ноги и разворачиваетесь туда. Это уже стойка для левши. Тоже рука здесь закрыта, да.
Правая, получается, на жебе работает. Вот. Вот такие дела. Вот, я надеюсь, доступно, понятно. Если у кого-то есть вопросы какие-то, ребята, спрашивайте. Потому что сейчас там минут 10-15, да, показать еще хотел шею сегодня, когда делать упражнения. И на сегодня все. Фронтальные, классические стойки. 2 я показал, как переходить. Вот, несколько раз, да, повторил это вам самим, чтобы вы сами учились. Вот я дал информацию. И сегодня вот показал еще, да, как отрабатывать прямой вот с фронтальной стойки. Тоже вес переносим, и выходит ручка. Вот. Вот. Сначала нога разворачивается, потом идет корпус, и после этого выходит ручка. Вот медленно. Вот. 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 Быстро это выглядит вот так вот. Но вы учитесь сейчас делать медленно. Я, кстати, хотел сегодня защиту, но думаю, вчера просили, да, уже удар давай, что там эти ноги, защиты, да. Защиту я сейчас тоже очень... Чтобы хорошо отработать защиту, Ефим, да, надо научиться передвигаться на ногах. Вот будет пятница, я планирую, у меня вот даже записано, да, на стенке висит. Я сегодня поменял. У меня на стенке висит для передвижения. Вот уклоны, нырки, прыжки. Я на сегодня планировал, но вчера люди просили удар уже показать, как удар, как со стойки, хватит бегать, хватит прыгать, давай удар. Вот, чтобы научиться хорошо защищаться, надо научиться работать на ногах. То есть хорошая защита, да, то есть это ты когда нанес, да, и ушел сразу. Вот, понимаешь, то есть прыгнул, да, сюда вес перенес, сделал удар и сразу же ушел. Вот это самая лучшая защита, когда ты успеваешь уйти с контратаки. Со сближением. Ну вот это ж тебе сближение, да. Вот, есть упражнение определенное для ног, да. Оно делается, я тебе сейчас расскажу, как оно делается, раз уже, ладно, попросили, я сам планировал, да, вот у меня, допустим, здесь плитка, да, ну, кусочки идут плитки, пол, я думаю, видно там ребятам всем. Вот ты становишься в стойку, классическую боевую, я правша, да, я в левостороннюю становлюсь. Вот, у меня здесь плитка, да, ну, ты можешь представить, что у тебя лужа, да, под ногами, и ты должен правой ногой задней оттолкнуться, да, и перепрыгнуть, перенести вес на левую. И сразу же с левой ногой оттолкнуться и перенести вес назад на правую. Ну, и вот это движение ты должен повторять. Вот. Вот. Вот, и оно тебе поможет, да, поможет улучшить тебе работу на ногах. Это самый минимум такой, что, да, включи его там, допустим, я не знаю, если ты занимаешься 2-3 раза в неделю, вот, включи его в свою тренировку, делай его по минуте, начни с минуты, да, не на количество раз, да, с минуты вот встал, вот, можно вот прыгнул и 2 раза попружинил, да, вот прыгнул и 2 раза попружинил, вот. Вот, представил, что здесь лужа, ты ее перепрыгиваешь, лужу перепрыгиваешь, вот. Вот. Вот это самое лучшее упражнение, да, для работы уже на спаррингах или в бою, да, для работы, чтобы защиту отработать. То есть ты вот нанес и сразу ушел. Вот. Вот. Или же 2 нанес, да, и ушел. Ну, я ж там, наверное, рекомендую, уже YouTube люди смотрят. Вот, ты посмотрел то, что я тебе подсказывал? Вот это одно, это база, да, это, ну, классика, это упражнение, которое развивает, вот, ты сделал атаку и ушел в защиту сразу.
Это надо смотреть, вот с кем ты боксируешь, может быть, человек выше, ниже, как ты работаешь, там, ну, в защите, панчер, ну, то есть как ты, как ты работаешь вот в бою, кем ты себя видишь. Ты панчер или же больше в защите работаешь, на себя вытягиваешь. С длинными сложно, видишь, вот. С длинными всегда сложно. С длинными только входить только в ближний бой. Ты по-другому не сможешь. Ближний бой. Работаем но только в ближний бой входить, потому что по-другому ты ничего не сделаешь. Ты должен срезать вот эту дистанцию, да, ихнюю дистанцию в руках, ты должен сократить. Тут по-другому нет варианта. Вот. Работать можно по той же самой, ну, или контре, да. Ну, лучше всего под руку уходите отсюда. Вот, всегда он кидает жеб, да, все, сюда ушел, и с этой стороны начинаешь работать. Вот, либо же сюда ты уходишь. Вот, делаешь раз, два, прыгаешь отсюда, наносишь и отсюда работаешь. С этой стороны, потому что он, ну, разворачиваешь его. Вот. Ну, вообще надо сближаться, по-любому корпус. С корпуса начинаешь, вот, можешь сюда уйти, сделать корпус, да, и отсюда в голову работать, вот с этой стороны можешь работать. То есть только сближение. Ну, ты по-другому как, он тебе не даст, потому что если человек выше ростом, высокий, да, то он работает на жебах. Ты ничего не сделаешь. Ну, ты в обычном бою ты баллов не наберешь, да, потому что ты не попадать просто не будешь. Вот. То есть в обычном бою, если он у тебя выше на 10 сантиметров, он процентов 70/30 у вас идет уже просто из-за физических характеристик, понимаешь? Поэтому только входить. Всегда под руку, вот. Только бьет сразу под руку, корпус, куда успеваешь попадать, корпус. Если попал в корпус, руки опустил, сразу начинаешь на голову работать. Вот, то же самое, все время лесенка. Только лесенка, там по-другому ты, ну, вариантов нету никаких. То есть начинаешь обрабатывать корпус, человек руки опустил, начинаешь голову, работаешь прямыми, зашел отсюда сблизи, да, либо же отсюда зашел. Вот. Я еще иногда практиковал, да, смену стоек, допустим, я правша, вот, работал левой, да, переходил в правостороннюю стойку, вот, и работал отсюда, наоборот, заходил. То есть менял постоянно. Спасибо, ребята. Постоянно менял, да. То есть ты видишь, что человек, допустим, жеб. Человек постоянно работает жебом, да, вот как Кличко, знаете, все Кличка, да, Виталий. Вот. Вот, постоянно работает, постоянно выкидывают жеб. Вот, как против жеба? Только уходить. Жеб только уходить, вот. Ребята, я ж не говорю, может, вы сильные. Тогда что там народу рассказываете, если сильные очень. Алик, я понял. Привет, Алик. Меня Влад зовут. Вот. Ты, наверное, что-то, да, хочешь рассказать интересное людям. Давай мы тебя послушаем. У тебя, наверное, много интересных тем, так судя по манере общения. Ребята. Поэтому только сближайся. Только сближение. Только сближение, ребята. Если работать с теми, кто выше, только идти на сближение. Если это бокс, то нырки. Поймал листик. Идешь сразу только на сближение, и все. Вот. Что там вам видно? Так вы рассказываете. Я же написал, что если там специалисты какие-то, так подскажите. Люди пришли посмотреть вот основы бокса. Если вам все видно, давайте пишите там, что видно, базы даже нет. Я с 13 лет тренируюсь, парень. Что там у тебя нет? Ты, если вы такие умные, почему вы не ведете людям, не рассказываете, как правильно передвигаться, да, как работать в стойках, вот, как спарринговаться. Люди вопросы задают. Ты человеку, если ты знаешь, ты ответь человеку. Там базы нет. Какая у вас есть база? Умничать. База умничать, да? Это и вся ваша база. Вот. У меня нормально стажа, ребята, и соревнования, да.
и призовые места, так что давайте без личности. Вы если пришли в эфир, да, это эфир, посвященный боксу, да, эфир здоровья, вот основу я людям даю. Если у вас есть информация какая-то, да, по поводу, как улучшить или сказать, вот человек делает неправильно, вот так надо делать, пожалуйста. А на личности переходить не нужно, потому что неизвестно, кто вы вообще такие, да. Ну, меня хотя бы видно, меня люди видят, да, кто хочет, тот остается. А кто вы такие, знать никто не знает, да, поэтому, пожалуйста, если вам не интересно, проходите мимо. Если у вас есть что сказать, не... Если у вас есть что сказать, пишите, пожалуйста. Бадминтон я тоже играю, не переживай. Вы за меня не переживайте, вы лучше людям подскажите, вот ребята интересуются, если у тебя есть знания какие-то, то, пожалуйста. Вот. Или ты что, поумничать в эфир пришел, или что там у тебя? Что ты можешь рассказать? Вот напиши, да, что-то здравое. Ну, давай, чтобы не на личности, здравое, людям советы по боксу, да, конкретно. Вот там человек вверху задавал. Не, так вот, ты поинтересовался, да, как работает на сближение. Пусть человек вот напишет. А какие специалисты, они не знают вообще, о чем там и кто. Ты зайди в профиль, посмотри, что я делаю, сможешь ты это повторить, тогда придешь ко мне сюда и будешь мне рассказывать, что мне лучше делать. Да, слушай, да мне вообще, честно, мне просто, я от тебя, знаешь, что мне от тебя ничего не надо. Я людям вышел рассказывать и прошу людей адекватных, кто что-то, да, может подсказать или посоветовать, пусть тоже включается. А твое мнение мне вообще абсолютно, ну, ты знаешь, я тебя даже не знаю, какая мне вообще разница. Алкоголик ты, скорее всего, и тебя это, ну, я так понимаю, подгребает. Ну, подвяжи, я не знаю, что тебе делать, друг. Брось пить, это тебе мой совет. Я не пью вообще. Я не пью вообще. Ну, так, не, ну, в смысле, ты конкретно сказал, что я там что-то не умею. Так напиши, что ты умеешь, или видео дам, дай ссылку, да, покажи, что умеешь ты конкретно. Вот и все. Вот. Да, ну, мне наоборот это хорошо, пусть пишут. Я так, знаешь, для себя, для разнообразия. Вот. Ну, как не обращать? Человек пишет в чат, да. Я понял. Не, ну, для разнообразия, да, как бы я не Тимуру, да, привет обязательно. Я не застегиваюсь, друг, вообще, мне наоборот это, ну, нормально. Если уже хейтят, значит, все нормально, я не переживаю. Просто хочется, понимаешь, я пришел с одной информацией, да, людям передать, там, четко у меня есть все расписано, это, да, и когда вот эти чуть-чуть идут, да, это, как сказать правильно, в голову всякие глупости лезут. Короче, понимаешь, сбивают просто тебя с плана, да, это форс-мажоры, да, и ты чуть-чуть вот это дезориентируешься. А так, в принципе, мне вообще по барабану. Кто там что пишет, вот. Там пишут в основном те, кто ничего не умеет, ничего не делал, никакой ринг вообще, они его видели сдалека. Поэтому мне вообще все равно. Вот, ребятки, поэтому кто хочет, подписывайтесь, да, там видео очень много уже в профиле, да, и комплексные тренировки силовые, да, и для начинающих, кто хочет обучиться азам бокса. Сегодня фронтальную, классические правосторонние, левосторонние показывал. Вот. Как удар уже наносить, да, вот с фронтальной, как уже начинать работать, да, коленочка вкручивается, вот, да, выходит удар, вот. Сегодня это показывал. Вот. Пожалуйста, чуть-чуть есть базы, да, для всех, для новичков, да, кто хочет научиться. И сегодня вот важная была информация, это фронтальная стойка, да, и переход, да, в левостороннюю, да, то есть для правши. Вот, выставляешь ножку вперед и делаешь разворот. Вот, все. Это стойка для правши, уже ты работаешь здесь. Для левши то же самое. Ножка выставляется вперед, левая и разворот. Вот отсюда работаешь. Вот. Так что сегодня то, что интересно, да, то, что я хотел, передал по поводу защиты, да, тоже, ребята, отрабатывайте эфин, да, по-моему, ты спрашивал. По поводу защиты отрабатывай вот нырок, и ты отсюда должен видеть. Вот ты уходишь, вес переносишь на левую ногу,
Но отсюда ты видишь, у тебя видимость должна остаться, не надо закрывать глаза. Вот, ты должен сделать так, чтобы у тебя был... И здесь ручка на всякий случай. Вот, чтобы сбить, если вдруг пойдет сюда удар, да? Либо живот работаешь. Вот, когда с высоким, да, ты сближаешься. Вот, идешь вот так на сближение, да? В случае чего, чтобы ты мог, да, закрыть. Вот, закрыть печень, да, закрыть голову. То же самое в эту сторону. Вот, ты уходишь. Вот, сюда ушел, отсюда ты видишь. Вот. И нырочек вот тоже. Нырок делается так, да, ты не контролируешь вот это движение, оно у тебя должно быть, как будто бы ты провалишься. Вот ты упал и сюда вышел. Вот. Раз, вот, раз, ты уже вышел сюда. То есть как будто бы ты падаешь. Вот, ты стоишь, работаешь, раз, и все, отсюда уже ты вышел. Вот. Тоже для защиты сближение с нырком, сближение с уклоном. Ну, это обязательно для защиты. Ты, если хочешь, да, войти в зону атаки, да, ты сюда уходишь, отсюда начинаешь работать, уходишь ты с защитой. Ты закрываешь рука на всякий случай, если вдруг удар, чтобы сбить и отсюда работать начать. Вот. То же самое эта сторона. Ты сюда ушел, но это уже я с ногой показываю, да? Ты сюда ушел, переместился, отсюда пошел работать. Уже это я встал уже в правостороннюю стойку. Вот. То есть в работе с человеком, который выше, ты в любом случае должен сближаться. В любом случае, скорее всего, что на джебах будет работать, и ты не... по очкам ты не выиграешь. Вот и все. Вот. Так что такие дела. По защите чуть-чуть, я думаю, в пятницу показать, да, вот как перемещение, да, чуть-чуть делать. Вот. Как двигаться на ногах, да, как срезать, циркуль вот показать. Я думаю, в пятницу, наверное. В пятницу буду показывать, так что приходите, сегодня среда, завтра там другие дела, а в пятницу вот будет, покажу нырки, да, нырочки будут, вот. Сюда ты ушел, здесь обзор. Вот отсюда ты уже начинаешь работать. Вес ты перенес на левую ножку, и отсюда уже у тебя начинается работа. Или же ты, да, сделал циркуль и работаешь отсюда. Вот, вот сюда ушел. Вот. Отсюда уже можно работать с правосторонней стойки. Вариантов много сближения, да? Ну, надо для себя выбрать оптимальный, который тебе подходит. Вот. И защита тоже отрабатывается в спаррингах, да, нужен партнер. Вот. Ну, желательно, чтобы он, да, делал джеб. Вот. Он стоит, тебя джеб в тебя кинул, да, ты сюда ушел. Вот, джеб летит, ты сюда уходишь, здесь разворачиваешься, можешь по корпусу работать, можешь по голове уже работать, отсюда, да? То есть ты закручиваешь человека. Вот. Либо же делаешь нырок, и нырок со смещением. Ну, там вариантов много, как сблизиться. Вот. Ну, можно сближаться на контратаку, допустим. На тебя пошли, да, джебом, ты отсюда ушел, тебе там кинули правый, ты сюда начинаешь контратаковать сразу. Сразу. Не, то есть не ждешь, что человек отойдет, потом ты. Это надо делать сразу же. Вот. И надо смотреть на соперника, да, потому что есть в основном люди выходят с отточенными одними и теми же комбинациями, да, работают одними и теми же самыми комбинациями. То есть ты по комбинации посмотрел 2-3 раунда, да, вот, ну и ты уже под нее, соответственно, придумаешь, как тебе сблизиться с ним, и все. Вот. Если высокий человек, можно как Тайсон во фронтальной стойке, да, сближаться, вот, постоянно раскачиваешься в маятнике, вот, постоянно. Вот. И с какой стороны зашел, да, удобно тебе, начинаешь работать. Вот. Корпус, голова, да, пошел лесенкой. Вот. С какой стороны зашел, оттуда и пошел. Вот. Так что, может, что-то себе возьмешь, пригодится, вот, надеюсь. То есть всегда по ситуации, всегда никогда спешить не надо, 1-2 раунда всегда берется на разведку. Вот. Это всегда делается. И фильм, да, 2 раунда всегда вот, берется на разведку. И по делу этого упражнения, вот что я показывал, да, ты представляешь, что лужа тут, раз на правой ноге у тебя вес, если ты правша, вот на правой ноге вес, ею отталкиваешься, вот, и на левую переносишь, это отсюда уже идет удар, вот. И с левой ноги опять, вот, да, вот. Вот, представь, что ты лужу перепрыгиваешь. И чуть-чуть здесь поработал, вот.
Вот это движение, это база. Это база. Его надо отрабатывать. Ну вот, и еще раз становимся во фронтальную стойку. Да, уже тема сегодняшнего эфира, да, фронтальная стойка. Как с нее правильно наносить. Вот. Становитесь плечи чуть шире. Плечи, я говорю, чуть шире. Ноги чуть шире плеч. Плечи чуть шире ног. Вот. Ноги чуть шире плеч, да. Вес идет отсюда. Ножка, корпус, ручка. Вот для себя в голове ножка, корпус, ручка. Ножка, корпус, ручка. То же самое левое. Ножка, корпус, ручка. Рука идет вот диапазоне. Вот две косточки замыкающие. Всегда бьется двумя костями. Локоть идет выше. Вот. 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 Вот это крайняя точка соприкосновения вас либо же с грушей, либо же с противником. Это две косточки. Вот отсюда. Раз. Два. Когда вы отработали левый, правый, вот, да, медленно. Фронтальная стойка. Пальчики чуть-чуть в середину, коленочки чуть-чуть в середину. Вот, пружинка. Вот отсюда. Вот. 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 Коленочка чуть-чуть вставляется, да, вперед. Вот. Раз. Вот сюда. Раз. Вот. Раз. И левая то же самое. Раз. Раз. Вот. При нанесении удара выдох делаем. Вот. Вот. Также точно отсюда. Вот. Когда вы проделали уже отдельно правую и левую, да, становитесь во фронтальную и делаете вместе двойку. Вот. Это вот так должно у вас выглядеть. Вот. Раз. Вот. Вот. Вот это работа во фронтальной стойке для новичков, да, основы бокса. Вот, ребятки, видео, кто хочет больше информации, пожалуйста, в видео переходим, в профиль, то есть там есть видео. Вот. Не забываем подписываться, ставить лайки, много силовых упражнений. Вот. Как набрать вес, как убрать вес, как догнать вес, как перегнать. Вот. Очень много уже информации в профиле, поэтому и в эфире, пожалуйста, вот ребята спрашивают, да, по поводу защиты, как сбежаться, да, как работать, с чего начать. Вы также точно пишите, пожалуйста, не стесняйтесь, какие вопросы по переносу веса, а это основы бокса для новичков. Можете задавать вопросы по бодибилдингу, набор массы, наоборот скинуть, там, я не знаю, упражнения на бицепсы, на трицепсы, на широчайшую, на дельты. В общем, у меня есть, да, опыт мастер спорта по бодибилдингу, тоже 82 килограммов. Вот. Так что, ну, сейчас 92. Вот, а вообще боксировал в 112. Я переучивался с супер тяжелого веса. Я в 112 килограммах, мне было 33 года. Я в ногах, чем ребята, у кого было 80 килограмм, это мне сами тренера говорили, что Влад вот двигается лучше на ногах, поэтому я сейчас, да, тоже много информации там про передвижение на ногах, да, работа. Нырки вот будут, уклоны, да, в пятницу, я думаю. Так что я знаю, как брать. У меня за этот месяц, 1,5 месяца я 7 килограмм убрал лично, я хочу в соревнования ехать. У меня сейчас 92 300, вот, а было после зимы 98 600. Пожалуйста, вот 7 килограмм, ребята, я своими комплексами, да, я ничего сверхъестественного не делал. У меня есть разминка специальная, да, для любых возрастных категорий подходит. Есть специальные там дыхательные упражнения, колесико я делаю, да, ну, своим специально, я не просто его катаю, да, там надо правильно дышать, надо правильно, можно задержаться, если там на пресс, допустим, ты делаешь его, растянулся, да, задержался вот в этом положении горизонтальном. Упражнения с гантелями, у меня есть комплексы здесь уже, в профиле. Вот очень много информации, поэтому кто хочет, рассчитан эфир, ну вообще не эфир, а блог я сделал для тех людей, у которых нет возможности, может, в зал ходить.
либо же нету зала рядом, вот как у меня, да, 70 километров ближайший зал. Я вот сделал для этого блог, да, чтобы поделиться своими знаниями. Поэтому, ребятки, кто хочет улучшить свои физические показатели, да, подготовиться вот уже лето, получить какие-то основы бокса, да, у меня, я позже планирую делать нарезки, будут там серии специальные, да, но это пока сейчас в планах, а очень много информации там комплексной дал, уже есть в профиле. Поэтому еще раз, да, ребята, сейчас закрепим. Я покажу фронтальное. Еще раз, да, кто смотрит. Спасибо, что пришли, да. Кто там хочет научиться, ребятки, пишите, не стесняйтесь. Вот. Еще раз показываю, да, фронтальная стойка. Ручки, локоточки возле ребер, ручки возле челюсти, да, вот ножки, пружина, носочки, пальцы смотрят чуть-чуть, да, наискосок, чуть-чуть друг на друга, коленочки тоже, вот. Вот здесь ноги пружинят. Вот. И отсюда, вот, с ноги идет корпус, и потом вылетает ручка, вот. Вот. Вот это вы должны отработать. Нога, корпус, ручка. Нога, корпус, ручка. Вот. Вот. Ногу не надо закручивать, да? Вот колено вставляем сюда, вот. 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 То же самое левой рукой. Встали, почувствовали вес, поработали, да? Вес. Нога, корпус, ручка. Нога, корпус, ручка. Нога, корпус, ручка. Вот. Корпус, ручка. Медленно. Вот. 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 И то же самое здесь. Вот. Вот. Начинайте делать медленно. Кто учится, ребят. Вот. Медленно. Вот. И не забывайте руки держать. Да, бьете правой, левую, приучайте себя держать уже. Бьете левой, приучайте правую держать. Вот. Вот. У вас должно вот так получиться. Вот. 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 И корпус чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. Вот. Когда вы практикуете проворот корпуса, чтобы научиться правильно, да, то можете ножку чуть-чуть закрутить. Но это при ударе этого делать не нужно. Вот. Вот. Удар вот идет. Вот. И когда вы уже по отдельности отработали правую, отработали левую, становитесь снова во фронтальную и делаете вот так вот. Медленно тоже. То есть вы учитесь с фронтальной стойки уже наносить двойку. Вот эта двойка прямых идет уже. Вот. 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 Медленно. Корпус чуть-чуть вперед наклонен. Вот. Я думаю, понятно. Если что, пишите, может быть, не видно или не слышно. Пишите, ребята, кто смотрит, да, все ли понятно. Нормально ли я объясняю, да, чтобы я понимал, что мне делать. Вот, теперь как мы с фронтальной стойкой, потому что во фронтальной стойке, вы работать не будете. Есть боевая стойка классическая для правши, это левосторонняя, для левши это правосторонняя. Как в них перейти? Вы стоите, вот как мы работаем, да? Для правши правая нога вперед, пятка правой ноги на уровне большого пальца левой ноги. И делаете разворот в левую сторону. Ручка здесь, здесь. И это
Вот это рука, она у вас работает на жебах. Вот. Встречаете ей для левши. Вот. Левая нога выставляется вперед, пятка на одном уровне с большим пальцем правой ноги и разворачиваетесь сюда. Вот. Вам должно быть комфортно, да, перенести вес сюда и отсюда перенести сюда. То есть вы практически остаетесь во фронтальной стойке. Вот если вы сюда развернетесь, вы практически стоите во фронтальной, ну, чуть-чуть носочки сюда. Вот. Это зависит от антропометрии каждого человека. Вот. То есть кто выше, кто ниже, у кого ноги длиннее. То есть вы должны вот эту дистанцию, да, в классической стойке вы должны сами почувствовать. Вам должно быть комфортно, вот комфортно передвигаться. То есть вы должны, вот вам здесь должно быть комфортно вес переносить, да, наносить удары отсюда. Тогда это стойка правильно, потому что стойка – это основа. Вот, перенос веса и стойка правильная. Когда вы правильно стоите, у вас есть баланс, вот вы переносите вес. Вот тогда, вот. Это что такое эфир сегодня? Ребята, никто ничего не пишет, все всем понятно, хотя бы кто-то напишите, да, все четко, все понятно или ничего не понятно, кто-то что-то пишите, да, и комментируйте, пожалуйста, интересуйтесь. Вот, не только бокс, силовые упражнения, да, бодибилдинг, легкая атлетика. Вот. И сегодня хотел показать еще, ребята, шею, да, как делать в домашних условиях, да. Вот кто может мостик тяжело кому делать. Вот сегодня буду показывать, как руками, да, в домашних условиях. Вот берете, да, ручкой, вот так вот берете голову, вот, и поехали делать вот такое упражнение. То есть первый раз не надо напряжения, не делаете, да, вот. Просто прорабатываете, вот. У вас должно вот так получиться. Вот это упражнение, да, оно и профилактическое, если не давать нагрузку. А если даете нагрузку, оно уже можно и шею накачать таким образом. Да, это то, что вот можно дома самим делать. Вот. То есть сюда вы тянете, сюда тянете, и тут давите, а рукой даете сопротивление. Вот. И на эту сторону то же самое. Вот. Сюда тянете головой, вот. А туда тянете рукой, сопротивляете шею. Вот. Начинаем медленно, да? Вот. Сюда вдох, сюда выдох. Вдох, сюда выдох. Это такое упражнение, да, чтобы шею в тонусе держать, потому что для боксера важно, да. Ты как черепашка должен вот, уметь зарупироваться, у тебя шея должна быть такая, чтобы ты провалился и трапеция. Вот, чтобы амортизировать. Вот. Поэтому это упражнение, оно целенаправленно, да, вот, чтобы проработать вот, мышцы шеи. Вот, сделали в одну сторону, во вторую, без отдыха. Отдохнули минутку и делаете следующим образом. Вот, берете подбородок, давите вверх, выдох, вниз, когда давите, вдох. И то же самое, отсюда давите вверх, сопротивляетесь головой, а вниз давите головой. Да, и сопротивляетесь руками. Вот таким образом. Вот. Для начала по 10 раз, да, на правую, на левую сторону, вот, потом можно вперед-назад поделать. Вот, и тоже вот берете сзади в замочек, и таким образом вниз тоже давите. Здесь руки, здесь вниз руками давите, сопротивляете шеей. Назад давите шеей, да, а делаете нагрузку руками. Вверху выдох. Можно не замочком, можно пальцами держать, можно замочком. Ну, я пальцами вот делаю. Вот такое упражнение для шеи, да. Общеукрепляющее, да, можно так, пока тренируешься, допустим, где-то там между какими-то упражнениями, да, сделать такое вот. Что давайте еще раз фронтальная стоечка, вот, ага, корпус, ручка, ножка,
корпус, ручка. Медленно. Вот. И вот так не делайте. Вот. Вот так прям сюда не надо закручивать. Вот. Если вы уже докручиваете, то докручиваете где-то на 75 градусов. Вот, где-то 75 градусов. Но коленочку сюда вставляете. Вот. Вот, и двумя ручками поработали по одной, да? Вот, поработали. Вот. Учитесь потихоньку, да, не спешите, научитесь правильно, это будет лучше, чем научиться неправильно потом впоследствии. Вот. Поэтому начинайте делать лучше сразу изначально все правильно. Вот. Кто хочет научиться. Вот. Вот. И поодиночно, да, вот ручку выкидаем. Ну, вы делаете медленно. Вот. Раз, 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 раз. И то же самое левой рукой. Ножка, корпус, ручка. Ножка, корпус, ручка. Вот. Не спешим, да, кто новички, кто только начинает, да, тренироваться, не спешим, ребята. Сначала нога идет, вес, вот фронтальная стойка отсюда, потом коленочка, потом корпус и потом ручка. Вот. Вот. Корпус чуть-чуть вперед наклонен, чуть-чуть. Вот. Можно вот таким вот образом делать. Поделали сначала одной ручкой, да, потом другой ручкой поделали. Вот. Потом поделали вот так. Раз, стали. Два, стали. 3, стали. 4, стали. 5, 6. Да, но я имею в виду не 6 раз, вы там можете по 15 на каждую руку. И потом вот так вот, не останавливаясь. Вот. Вот. Тогда у вас лучше будет, да, мышечная память, да, для запоминания, для мозга лучше она запомнится тогда. Вот. Вот это вы должны прийти к тому в этом упражнении, что вы правильно начнете переносить вес, почувствуете, вот, что у вас вес, вот, перенесен он вот здесь, весь вес, вы вкидываете вот сюда. Вот тогда уже процесс пойдет, когда вы поймете, как это происходит, как вес с ножки вот ушел сюда, да, вот. Вот тогда уже, ну, пока начинайте вот медленно, вот, вот, вот. Вот. Вы начинаете во фронтальной стойке все упражнения делать, потому что в классической, в бойцовской стойке уже это, ну, позже будет, да, учить, потому что все удары, все постановка ударов, переноса веса сначала надо выучить в фронтальной стойке. Вот, чтобы понимать, как это делается с двух сторон, да, то есть, потому что правша, он уже работает в левосторонней стойке, левша, он работает в правосторонней. Но вот, если вы сюда развернете лицо, у вас все равно остается фронтально. Поэтому надо научиться работать с этой стороны, вот и с этой. Это все равно, что вы работаете во фронтальной стойке, только здесь эта часть работает больше, а здесь это. Смысл один и тот же. То есть надо развить обе стороны, разницы нет. Потому что кто, да, левша, он будет отсюда левой работать, да? Вот. Кто правша, он будет правой отсюда работать. А принцип тот же самый остается. Вот. Поэтому все сегодня фронтальная стойка, классические, левосторонняя, правосторонняя, для левши, для правши. Отработка прямого. Вот, показал упражнение на шею, как делать, да.
Вот, ребятки, всем хорошего вечера, подписывайтесь, да, приходите на тренировки, очень много информации в профиле. Все, всем желаю всего хорошего, отменного здоровья. Все, приходите, подписывайтесь.